Друзья, здорово, с вами Мангалыч. Сегодня по просьбе моих дорогих подписчиков приготовим свиные ребра в духовке. Но не просто в духовке, а смажем медово-острой глазурью и добавим в духовку угли, чтобы получить ароматную корочку, як с мангала. Рецепт бомбический. Ну что, погнали готовить? Так, естественно, для такого рецепта нам понадобятся ребрышки. Мы брали вот такие свиные ребрышки, небольшие. У нас они быстро приготовятся. Обязательно их надо помыть, потому что когда их рубаете, сильно богато отсюда вот мелких костей отпадает. Вот. Выбираем ребрышки. Можно выбрать такие. Мы вот взяли разные. Есть еще пожирнее ребрышки, друзья. Ну, кому их не нравится. Мужикам, я думаю, нравится пожирнее. Осталось сейчас их позачищать. Так, друзья, обязательно убираем мембрану, потому что к той мембране, во-первых, не будет прилипать специи, и когда мы будем смазывать глазурью, глазурь тоже будет отваливаться отсюда и получаться, ну, не сильно вкусно, не сильно красиво. И она вообще-то сильно крепкая. Я думаю, про це вы все знали, но я напомню. Так, берем ложечку. Вот так, друзья, раз. Вот так вот. Снимаем полностью, отложим в сторонку. И зачищаем все наши ребрышки. Вот сильно багато жира тут на ребрышках. Что делать? Разрезаем. Не до конца. Чуть-чуть. Саму мембранку разрезаем. Оставляем жирок. Я люблю жирненькие. Жирок растопится. Вот. Оно ничего сильно не подействует. Вот так вот разрезаем. Специи туда проникнуть. Жирок обжарится сверху, чуть-чуть сделает такую корочку, як на мангале, бомбическую. Вот 3 ребрышка, как раз мангаличу, так як он любит. Это я сделаю для себя, бомбические такие. То есть, кто любит пожирнее, мембрану не снимаем, потому что с мембраной у нас снимется весь жирок. Оставляем вот такие и будем сейчас мариновать. Так, друзья, к мясу я добавляю на килограмм 10 грамм соли. Вот так, подсалим. Или подсалим просто по вкусу. Черный перчик. Чеснок сушеный. Обалденно придает аромат и не горит совсем. Друзья, я готовил на Пасху такой почеревок с такими специями. Блин, получился бомбический. Вон, конечно, толстый. Был большой сильно. Я его готовил 2 часа на низкой температуре. Но тоже такими специями сделал. Блин, был сочнющий, обалденный, ароматный. Специй небагато. Я так само сделаю и ребрышки. Так, сюда добавляем обязательно, где он? Кориандр. Вот, кориандр молотый. Добавляем хорошенько. Вот так. Я бы сказал, кориандр для меня король мяса. Мне сильно нравится мясо с кориандром. Хорошенько вот так вот, друзья. Попробуйте, не пожалеете. Бомбический рецепт. Вот, есть. И можем добавить копченой паприки. Не для цвета, а для вкуса. Хорошенько ручками прижимаем все специи. Вот так вот. Хорошенько, друзья. Прижимаем. И так проделаем с обеих сторон. Так, друзья, включаем духовку. Температура 160-150 градусов. Режим конвекция вверх и низ. Хай прогревается. Используем пергамент, потому что фольга сильно увеличит температуру. Нам надо не увеличить температуру, а стомить наше мясо. Так вот, поприжимал еще разок, чтобы специи наши все туда. Ой, красота. Питались. Так, берем пергамент, заворачиваем так же, як шаурму. Вот так вот, раз. Бомбочка. И отлаживаем. Берем противень и вылаживаем вот так наши ребрышки. Еще, друзья, нюанс.
Не выбирайте ребра, есть магазинные, есть ребра, так бы сказать, в мясито, а есть на рынке. Мясито сильно толстые, ну там такое ребро, там кусок мяса, ребро, жир, оно, если его приготовить, разваливается. Мы на мангале готовили, оно не сильно вкусное, и оно и по качеству мяса такие не сильно магазинные вкусные. Так что советую использовать рыночные, и цена дешевле, и качество бомбочка. Маленькие, вкусненькие, готовится меньше, но получается будет сами спадать. Мясо будет отваливаться от косточки. Так хлоп и все. Ставим вот так посерединке. Вот температура у нас 150-160 градусов. 1,5 часа. Так, а мы сейчас, пока у нас готовятся ребрышки, сделаем обалденную глазурь, после чего мы покроем и поставим вместе с углями еще на 15 минут. Нам надо 3 столовые ложечки меда. Добавляем соевый соус. Он придает нам цвет и балансирует вкус солености. Сюда 2 столовые ложки. Добавляем зерна горчицы. Зерна горчицы придают такую красивую текстуру, я бы сказал. Похрустывает на зубчик, на зубах. Вообще вкусная такая специя, якая подходит как раз для любых намазочек. Я ее всегда использую и вам советую. 2 чайные ложечки. Вот так вот. Друзья, я добавляю для остроты аджику. 3 чайные ложечки. Вот. Друзья, можно добавлять красный перец, если немає у вас аджики. Или просто взять, добавить, добавить чили. Перерезать, перебить его меленько. Или на блендере, или накрошить легенько, меленько на досточке и добавить. Или просто сухий красный перчик. Так, сюда, чтобы сбалансировать нам нашу сладость, остринку, добавляем сок с половинки лимона. Можно вместо лимона добавлять яблочный уксус. Тоже по вкусу, но я думаю, столовую ложечку одну. Оно как раз балансирует кислоту, соль, сахар с меда. Будет бомбически. И сюда добавляем копченую паприку. Она еще нам придаст и цвет, и нотку. Вот так. Мангала, я бы сказал. 1,5 чайные ложечки. Все хорошенько смешиваем. Можно оставить так. Уже потом в дальнейшем ей смазывать. Я покажу як. Можно усилить эффект, чтобы быстрее карамелизовалось и разошлись больше все наши специи. Значит, берем сотейник. Друзья, я вам покажу, как сделать можно обычно на домашней сковородке. На минимальный огонь высыпаем сюда друзья, и помешиваем все время. Все, выпариваем, друзья, до такого состояния, как варенье, чтобы было. Друзья, такий рецепт отлично подходит. Вот у нас дождевая погода уже целую неделю. Такие рецепты, кто любит мясо, с компанией, с друзьями, с гостями посидеть, пообалдеть, отдохнуть, я так бы сказал, чуть-чуть. Чтобы не идти на улицу, бомбический рецепт. Сохраняйте, пишите комментарии обязательно. Если понравится, попробуйте лайк. Кто еще не подписанный, подписывайтесь. С вами Мангалыч. Продолжаем. О, чуть не спалил уже. Так, вот такая вот у нас глазурка получается. Так, друзья, осталось у нас 15 минуток, и сейчас будем делать мангал в духовке. Берем любую железную и какую-нибудь емкость, можно старую сковородку, можно, что у вас есть. Ложим фольгу, угли для мангала. Вот. Так, друзья. И распаливаем, выбираем один уголек и ложим сюда разгораться. Ложим его в серединку, вот так, ломаем и накрываем вот так меленькими штучками. Обязательно включаем вытяжку, не забываем, и ждем еще буквально 10 минуток.
Так, друзья, вот разгорелись наши угли уже. Огонь. Обязательно вытяжку. Так, вот мешаем. Можно тут жарить прямо. Огонь. Так. Все, достаем. У нас прошло как раз ровно 1,5 часа. Достаем ребрышки. Вот так вот. Так, друзья, вот такие у нас ребрышки. Косточки уже сами выскакивают. Бомбочка. Но мы сейчас еще доведем их до самого, я бы сказал, самого совершенства. Так, вылаживаем. Два косточки уже сами выскакивают. О, 3. Так, ложим. И смазываем вот так вот хорошенько. С обеих сторон. Покрываем глазурью, чтобы везде попало желательно. Мы поставим и температуру влупим на 220 градусов. Можно даже гриль, есть режим гриль, включаем. И температуру дать такую, чтобы корочка образовалась. Сейчас они у нас томленые ребрышки. На низ, на противень, на большие, на основные у нас. Ложим фольгу, забираем наши угольки вот так аккуратно. Разравниваем фольгу и разравниваем их так, вот, чтобы у нас они получались под ребрышками. Кто боится ставить угли в духовку, у меня есть ресторанный способ копчения, тоже бомбический. Кому интересно, пишите в комментариях, я в следующем видео покажу. А кому нравятся вообще такие эксперименты, лайк, комментарий и обязательно подписка. Вот наши ребрышки. Бомбочка. Вот так вот. Так, друзья. Оба. Дымок начинает дыметь. Вот, отправляем наши ребрышки. Вот так. На 15 минуток добавляем температуру 220 градусов и включим режим гриль. Сейчас так запечем наши ребрышки, что никто не сможет отличить, что они готовились в духовке. Все будут думать, что на мангальчике. Вот так. Присяду, а то рухну туда ще. Косточки отваливаются. Это просто сильно вкусно. Вообще офигенно. Горячее.
Бомба. Все вкусно. Друзья, понравилось видео? С вас лайк, комментарий. В конце ролика оставлю тут сейчас, закреплю фотографию со всеми граммовками, кому интересно. А с вами был Мангалыч. До скорых встреч. Вообще кабзда. Мясо завикума.